Фильм по Майнкрафту, дата выхода новой игры от Euphoria Games, новая фан-игра по Гренни и еще многое другое в моей рубрике «Игровые новости». Всем жителям Ютуба привет, погнали! Ну а что там с Euphoria Games? Все это время наша любимая компания создавала новую игру «Мгла», которая уже вышла и доступна для скачивания на всех устройствах. Прокачай своего героя от обычного персонажа до легендарного чудовища и попытаться найти свою дочь. И это самая громкая новость за последнее время. В остальном же, например, в мимикрии все стабильно. Кстати, фанатам Horror Tale выпала уникальная возможность взглянуть на третью часть. Для этого вам нужно проявить огромную активность на новой игре «Мгла» и написать хороший отзыв. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну а что там с Indie First? Кстати, ролик про их лучшие и худшие игры уже на канале. Пока ведется разработка пятой части Smiling X-Corp, первую часть обновили и назвали перезапуском. Добавлена новая миссия и новая локация со множеством загадок. Ее можно выбрать в главном меню за место основной игры. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну а что там с Keeplerians? За весь месяц Keeplerians показали лишь подробности их новой игры. Кажется, мы будем гулять по нашему городку и опасаться опасного вируса из игрового автомата. Кстати, у Mr. Meat 2 и Angry King была днюха. Ну а что там с Майнкрафт? Неожиданно! В начале этого года прошли съемки Майнкрафт-фильма в Новой Зеландии. По сюжету девочка-подросток вместе с группой искателей должны будут спасти квадратный мир от Эндер-дракона. Недавно в сеть попали два примечательных кадра, на которых можно заметить Стива, которого сыграет Джек Блэк. Теперь это Стив Скуфович. А также можно понаблюдать за реалистичными крипером, пчелкой и овцой. Премьера фильма запланирована на 4 апреля 2025 года. Экранизация самой популярной игры в мире уже скоро. Ну а что там с Гренни? Да, именно Гренни, так как говорить будем только о ней. Недавно стала доступна пререгистрация на новую фан-игру Granny Escape Together. Многие уже догадались, что это онлайн-игра, и она будет на 1-3 человек. Вам предстоит сыграть в классическую версию бабки Гренни, но с более реалистичной графикой. Очередной шедевр, превзошедший оригинал, запланирован на сентябрь этого года. Ну а что там с Бравл Старс? Время пейнтбоя в августе. Новый сезон Бравл Пасс со скинами и БП-скином Медуза Сэнди, а также новый боец Клэнси. Он способен как Вольт улучшить себя до 3 фаз за бой. Он улучшает свою ульту, которая стреляет шариками сильнее и быстрее. А также добро пожаловать в новый игровой режим Пейнтбой. Здесь каждой команде нужно закрасить как можно больше области карты специальным мячиком. Также при убийстве бойца на его месте создается большое пятно краски. Squadbusters, кроме конкурса на скин курочки, ничего особо не добавили. Ну, еще бандитку добавили разве что. Ну а что там с Linkin Squad? В июле, похоже, хайп Schoolboy Runaway только начинается. Множество прохождений. Винди порадовал. Сделано обновление, в котором добавили новые легальные читы. А еще недавно вышла ПК-версия игры. В метель тоже заглянул Schoolboy и оставил маску маньяка. Посмотрим, что из этого выйдет. Рубрика «Быстренькие новости». Обновление The Baby in Yellow выйдет 29 августа, а сейчас уже доступен тизер. У Keeplerians появился ТГ-канал, но ТГ-канал игровые новости, где они выходят чаще, намного лучше. Ссылка в описании. Гренни ремейк исполнилось 1 год. Разработчик Poppy Playtime принял участие в интервью, где он рассказал, что дата выхода 4 главы Poppy Playtime будет в конце этого года. Второй эпизод Diagnosis Multitude в активной разработке. U-Studio тоже не отстает. Вышел трейлер Garten of Banban 8. Слендерина Айсалим исполнилось 9 лет. Рубрика «Новинки игр». Zenless Zone Zero. Очевидно, популярная игра, так как сделана разработчиками Геншина. В недалеком будущем потрясла катастрофа. Повсюду начали возникать загадочные каверны. Вырос новый город Нью-Эриду, последний оплот цивилизации. Этот город хаотичен, шумен и опасен, но в нем кипит жизнь. Игрок примет роль Прокси, одного из немногих проводников, связывающих город с кавернами. Subway Surfers City. Джейк, Трики, Фрэш и Ютани отправляются бегать и прыгать по городским улицам. Нужно исследовать окраины Метро-Сити. Circuits. Игра для обучения основам программирования. В заданиях геймер отдает маленькому роботу команды, необходимые для решения задач.
Рубрика КПК Project рекомендует. Так, есть Banana the Clicker Game. Это для искушенных геймеров. Ладно, вот вам Tile Builder. Игрок путешествует на воздушном шаре над океаном. Если объединить ресурсы, то на суше появятся разные постройки. Есть разные биомы и возможность улучшать строение. Рубрика «Игры от КПК Support». Observer от Егория. Мы Эндрю Ван. Секретные люди из проекта Observer приказали нам следить за жильцами многоквартирного дома. Мы должны следить за правилами, которые будут меняться каждый день, смотреть в камеры и внимательно следить за жильцами, чтобы они не нарушали эти правила. Если же мы увидели нарушение, надо позвонить в полицию. The Mechanical Age от MG Studio. Эта игра представляет собой сюжетно-ролевую игру с элементами шутера. Действие игры происходит в альтернативной версии СССР, в котором создали роботов. Но кажется, что-то пошло не так. Выход игры запланирован на осень этого года. Подписывайтесь на мой ТГ-канал «Игровые новости», а также на основной ТГ-канал, ведь кто-то говорит, что YouTube заблокирует. А на этом я это видео заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. До скорого. На большом воздушном